Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сразу хочу вас всех предупредить, я немножко уставший, немножко злой, немножко расстроен. Короче, знаете, полный такой вот наборчик негативной энергии. Почему? Потому что я уже не первую игру играю за сегодня, это, наверное, моя игра 4-я либо 5-я. И поэтому я вас сразу предупреждаю, если будет слишком много негатива, либо что-то еще такого, то знаете, я уже в отчаянии, поэтому буду принимать самые безумные идеи, действия и так далее, и так далее. Но постараюсь выжать из этого максимум. У меня есть несколько идей на текущую сборочку, да, на чем я хочу конкретно поиграть и всякое такое. Ну вот посмотрим, бог рандома улыбнется мне или покажет огромнейший болтецкий мне на весь рот. Ну, посмотрим. Пока даже не знаю, какие мне лучше всего предметы брать, но я буду брать на минус броню, потому что я хочу попробовать безумную идею, это собрать вертолетика, потому что я его вкусил по полной программе. Вертолетик на самом деле сейчас такая лютая имба, что просто не передать словами. Знаете, я когда делал изначально обзор на глобальный патч обновления, я так почитал и скептически отнес к тому, что вертолетика ну как-то криво бафнули. А по факту потом, как я посмотрел, как он работает и что конкретно они ему сделали, так ты шо, это такая песня. Не знаю, вертолетик сейчас один из самых сильных керри в игре. Без преуменьшения, без преувеличения. В действительности герой теперь очень хороший, и ты его в действительности хочешь прям реализовывать по полной программе. Ну, я надеюсь, что я вам смогу его показать. Второй момент по сборке — это сделать воинов через керри Хусика, соответственно, через щит 2-го тира. Я надеюсь, что выпадет, конечно, щит 2-го тира. Надеюсь, что выпадет мне все как надо, а не как это было сегодня в течение дня. Потому что я сегодня, по всей видимости, скиллуху не до конца прокачал. Где-то я оступился, где-то я провалился. И причем такое провалился невероятное. Так, что я хочу? Я, наверное, все распродам и выйду в 20 монет. Стол у меня объективно, ну, такой себе. То есть нет смысла, знаете, пытаться бороться за него. Вообще нет смысла. Поэтому я вот так вот все делаю, выхожу в 20 монет. Это одна из безумных идей. Опа, кулончик, опа. И молнии, и кулончик. Не, ну раз дают, то нужно брать. Правильно? Я думаю, правильно. Нужно брать. Раз кулончик выпал, мы либо его реализуем, либо мы его в дальнейшем скипнем. Кулончик на самом деле это тема. Тема темовская. Так, зарандомим. Спасибо, перчатка Таноса выпала. Буду сейчас аннигилировать всех сумонов, по всей видимости. Ну, единственное, что я буду аннигилировать, это... Ладно, не буду. Не буду нагнетать ситуацию. Талант, естественно, сейчас будем на поражение брать. Интересно, а где же мой загулявшийся жрец? Где мой родненький? Газ природненький. Где ты? А, я, блин, забыл сказать, ребятки. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а если ты можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас будет появляться QR-код. Вот. Естественно, талант на поражение берем, потому что как бы выигрывать я пока что не собираюсь. И по всей видимости... Сегодня, наверное, тоже эта попытка увенчается поражением. Не, на самом деле, все более-менее четко. Все более-менее четко. На лустрике сижу, деньги имею. Я, в принципе, как Скрудж Макдак, знаете, вот это просто куча золота, я в него щучкой ныряю. О, что-то я ж... А, кстати, ребята, у меня есть для вас важная информация по поводу нового героя Дюк. Вы там читали, помните, в описании способностей написано, что он дамажит определенный чистый урон там в секунду. А знаете, что конкретно он дамажит и кому конкретно он дамажит? Он дамажит только всем призывным и иллюзорным существам. Как вам такое? То есть перевоплощенных шаманов дамажит, перерожденных инсеков дамажит, иллюзий дамажит. Вот куда направлен его урон. Как мы должны были об этом узнать? В душе не чаю. Хорошо, что подписчик в телеграм-канале написал техническую поддержку и спросил, типа, что, ну, ребят, урона нету. Что мы будем с этим делать? И они ему ответили, что это работает на иллюзорных существ, на перерождаемых существ и тому подобное, на призывных существ. То есть, вот куда урон идет. Классно, да? Об этом мы узнать нигде не могли,
кроме как через техническую поддержку, потому что эту информацию они не писали нигде. Не просто написали, что вот дамаг. А знаете, откуда эта информация вообще пошла? Один из подписчиков тоже в телеграм-канале написал, что, скорее всего, урон идет по иллюзиям, по призывным существам и тому подобное, потому что этот герой из доты. И там, в доте, этот герой дамажит именно по иллюзорным, по перевоплощенным и тому подобное существам. Класс, да? Я так тоже думаю. Так, насрал немножечко второму чуваку, который сидит на лустрике. В принципе, ему нормально. ДК пришел. О, так может короля драконов сделаем? Чисто Дейенерис бурерожденная будет у меня. Кстати, я давно ДК не реализовывал. На самом деле сейчас ДК довольно-таки трудно реализовать. Хотя, когда он перевоплощается, он скидывает в себя все дебафы. Там нежити, магов. Ну, прикольно сделали. Можно в действительности попробовать его реализовать. Это будет сложно, конечно. И, скорее всего, в этом мне будет помогать кулон второго тира через посох третьего тира. Ну... Короче, давайте так, вы в комментариях напишите. У меня, конечно, есть уже там огромный список, что мне конкретно надо собрать. Я пробовал Никса через нежить, не получается пока что. Хусика пробую поймать с щитом второго тира, тоже пока не получается. Короче, что думаете по поводу ДК? Если это интересно, то, соответственно, я постараюсь его реализовать. Реализовать красиво. Прям как я это вижу. А вижу я его через кулон плюс посох третьего тира. Вот так. Не, на самом деле ДК сильный герой. Ему даже особо урона с руки не надо искать. Ему надо только вот скорость атаки найти и выживаемость. Ну и, соответственно, сделать хорошую первую линию, чтобы была хорошая стенка. Чтобы к нему не могли добраться. Потому что если к нему доберутся, он может даже не передамажить никого. Ну как-то так. Ни хрена себе, вы смотрите, на 9-м раунде ко мне пришел жрец. Но я считаю, это успех. Я считаю, это еще тот успех. Хочется еще контент с пандой замутить. Хочу убийцу собрать. Убийцу Эмбера хочу собрать и показать вам его по полной программе. Сразу я тут, знаете, что вижу? Я 100% вангую, что здесь будет воин. 100%. Сейчас мета воинов наступила из-за того, что есть щит второго тира. И кто в этой теме прошаренный, он берет этот щит, берет щит 5-го тира и просто сидит, кайфует на жопе ровно. И выигрывает так игры. В 90% случаев вы будете заходить в топ-3, тупо играя на воинах. Абузя щит второго тира. Даже Джаггернаута, если будете керить. А не Хусика, условно. Вот я именно хочу попробовать Хусика. На самом деле, сегодня такие ужасные игры были, что вот хочется о них вам всем рассказать, но... не расскажу. Я сейчас очень надеюсь, что мне выпадет аптечка. Но, скорее всего, мне выпадет болт на 28. Просто такой огромный болтецкий, которым будет по губам водиться. Ой, что-то куда-то меня не туда понесло немножечко. Ну ладно, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. А, здорово, панда. Окей. А, рыцарь, кстати, собираются. Короче, здесь я вижу сразу воина, вижу рыцаря. Больше пока непонятно, что будет собираться. Там посмотрим. Там посмотрим, что будет собираться. Что-то, что будет очень больно дамажить. Уверен. Так, сейчас держим за меня все кулачки, чтобы не выпала аптечка. Давайте, все вместе держим. Вчера, кстати, ролика не было, потому что я отдыхал, можно так сказать. Можно так сказать, что я вчера отдыхал, поэтому вчера ролика и не было. Надо отдыхать иногда. Отдыхать от нашей любимой скиллозависимой игры. Ну ты угораешь. Да, ты... О, самая любимая реликвия выпала, ребята. Просто держите свои трусики, чтобы они сейчас не слетели. Мне выпала самая обалденная реликвия. Я, если честно, ее до сих пор не люблю. Вот ненавижу даже, можно так сказать. Сейчас объясню почему. А, так подожди, я могу 7-й, в принципе, сейчас взять, да? Да, могу. Четко. Короче, я эту реликвию ненавижу. Почему? Потому что за 10 раундов у тебя, дай бог, чтобы один кабан имел 10 монет. Дай бог. Да, она сейчас безлимитная, эта реликвия. Ты можешь как бы сколько хочешь ее растить. И хочешь всех кабанов за 10 монет сделаешь, хочешь не всех. Ну, короче, в этом огромнейший плюс. Но мне все-таки кажется, что нужно повысить шанс этих вот кабанчиков. Потому что ты жертвуешь слишком много. Слишком многим ты жертвуешь. Слишком много. Слишком. Вот ты. Короче, вы поняли. Слишком многим ты жертвуешь ради того, чтобы этих кабанов реализовывать. Это зачастую не окупается. Зачастую ты на 25-м раунде имеешь
2 кабанчика по 10 монет, все остальные у тебя по 7, по 8, по 6 монет. И это бред на самом деле. Не знаю, как по мне, разработчикам нужно именно кабанчиков апнуть, чтобы, ну, хотя бы, не знаю, с 50% шанс начинался. Потому что реально их очень тяжело апать с 10-го раунда. Но это может быть мое субъективное мнение, знаете, такое, чисто мое родненькое мнение, но, как правило, оно зачастую правильное мнение. Потому что, ну, это надо апать. Вот как было с вертолетиком. Вертолетика, ну, долгое время не апали, а потом нормально апнули. Я сначала не понял, что насколько это сильный герой, а потом, как я его распробовал, и потом, как я понял, герой сейчас имеет звание легендарного и заслуженно имеет звание легендарного. Кто-то писал, кстати, в Телеграме, что Медуза довольно-таки сильный керри сейчас. Но, если честно, я проверять это вообще не хочу. Как-то желания нету. Я не хочу страдать, если честно. Не знаю, какую сумму мне нужно заплатить, чтобы я страдал и пытался записать эту гребаную Медузу. Серьезно, не знаю. Минимум 4-значное число. А лучше 5-значное. Я просто уже помню, как я записывал Медузу и как я страдал. Это был трэш. Ну, сейчас, типа, можно сделать сборку 6 зверей, 6 охотников. Кто-то говорит, что на бумаге... Ну, если так подумать, реально на бумаге это довольно-таки сильно. Ты на охотника минусуешь броню, минус 15. Ну и звери дают тебе физическую уязвимость на 80%. Типа 8 тычек дал, и у тебя там, в принципе, должен быть колоссальный урон. Но! Когда против тебя тип сидит на воинах, и у него щит 5-го тира, еще щит 2-го тира, и не дай бог он охренеть как настаканный, то твои охотники идут лесом. И я не знаю, каким образом надо их уничтожать. Я уверен, что это будет очень слабо. Щит 5-го тира это вообще хрень полнейшая, которую нужно нерфить. Ну ладно. Вы это и все и так прекрасно знаете без меня, правильно? Правильно. Ну, пообсуждать что-то надо. Похейтить разработчиков надо? Надо. Ролик пройдет зря, если я хотя бы чуть-чуть не похищу разработчиков, правильно? Так, инсектоидов заблочили, отлично. Вот хоть один уважаемый человек заблокировал инсектоидов и не будет на них играть. Хорош! Чисто кулачок для тебя. Итак, смотрим кабанчиков. 14 раунд, один кабанчик 5 монет. И 4 кабанчика за 3 монетки. Это с абузом, если что. Спросите, что за абуз, кто вдруг задался таким вопросом, то до начала следующего раунда я активировал До начала следующего раунда я активировал реликвию кабанов. И тем самым у меня могли кабанчики все по 2 монетки быть. Но получилось так, что у меня там всего лишь несколько кабанчиков за один раунд забузились. По-моему, 2 кабанчика всего лишь у меня было по 2 монетки. Но я рассчитывал побольше, конечно. Ну ладно. Луна пришла, в принципе, окей. Тебя мне некуда засунуть. Ну, в принципе, таким столом я должен сейчас 15-й раунд вообще разорвать. Просто как тигр буду драться до последнего. Естественно, талант на +1 уровень. Возможно, знаете, что я буду делать? Я вот эти вот кабанчики, ну, не буду пытаться, наверное, до 10 монет гнать. Пандомет. Пандомет. Я буду это так называть. У чувака там пандомет происходит. Ладно, фляга течет жесть. Там, кстати, сделали анонс, что можно будет предзаказывать GTA 6. GTA 6, точнее. Интересно, какая будет сумма на это GTA 6? Но я, если честно, планирую GTA 6 постримить. К тому времени надо будет денежку подкопить, купить GTA 6 и начать его стримить. Я думаю, это будет прям отвал башки. А ну-ка сразу в комменты напишите, кто будет смотреть GTA 6. Да где мой баф людей? Я понимаю, что одного человека продал. Но где мой баф людей? Я требую баф людей. О, щит 2-го тира. Но щит 2-го тира мне не нужен объективно. Ну, все это скипаем, короче. О, кристаллик. Вот кристаллик, кстати, это хорошая тема. Кристаллик мы оставим. Кристаллик пригодится. Я его потом переработаю. Получу за это немножко больше очков для перековки предметов.
Вон, 2 кабанчика у меня, смотрите, уже. По сути, у меня сейчас кабанчики стоят 7 раундов. Да? 7 раундов. Кстати, я сейчас попробую найти посох 3-го тира. А вдруг? А вдруг? Вдруг здесь повезет. Ух ты, очищающая сфера. Блин, мне бы хотелось взять очищающую сферу, но нет. Гиперстон. Ну, гиперстон, в принципе, норм. Пока что оставим. Гиперстон неплохая тема, особенно под ДК. Так, о чем я говорил? О чем я говорил? А, за кабанчиков. По сути, сейчас у меня кабанчики 7 раундов стоят. И как вы видите, у меня 2 кабанчика по 2 монеточки. Идеальная реликвия для того, чтобы просто испортить себе настроение. Давай, дракон. Рожден умирать. Опа, Хусик, опа, Котл, хорош. Мне это нравится. Не знаю, я, наверное, на 9 уровне начну ролиться. Потому что что-то у меня по хпшке все очень грустно. Грустно-пригрустно, 49 хп. У меня хоть и есть баночки, но... Но. Всегда есть вот это вот но. Маленькое. О, Эмберов 2 звезды. Убийцы. Сразу говорю, сочувствую убийцам. В текущем патче с таким щитом 5-го тира убийцы тупо вымирают. Не, есть некоторые моменты, когда ты в действительности на убийцах можешь разгуляться. Но... Тяжело. Тяжело. Тяжело разгуляться на убийцах. Прям конкретно тяжело. Слишком его щит 5-го тира. Чтобы прям разгуляться. Еще и Марса не добил. Ладно, пока терпим. ХПшки еще достаточно. Еще и Кунка пришел, еще и баф. Рыцари могу поставить. Берсерк, кстати, есть в игре. Опа. Берсерк в игре есть. Не, на самом деле я могу, знаете, какую сборку сделать? 6 троллей, 3 дракона через ДК. Четко? Я думаю, это офигенно будет. О, чё на первом месте имеет ЦК в 3 звезды. Неплохо, неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, в Кунку закидываем ману плюс 50% регена. Это пригодится. Не, на самом деле, ранний ЦК в 3 звезды довольно-таки сильный персонаж. У него еще и 12 винстрик. Вкусно. Особенно если антимага условного не поставить, чтобы законтрить этого ЦК, то он нормально так лицо отрывает. Прям такой делать. Вкусный кусь. Так, у меня 27 хп. Я, наверное, сейчас заюзаю баночки. У меня 6 банок, 27 хп, ну поехали. Кстати, неплохо восстановил. За 6 баночек я восстановил 21 хп. На самом деле это нормальная сумма. Очень даже хорошая сумма. Увесистая, я бы даже сказал. Такая, знаете, мясистая. Такая котлеточка чисто. Хочу вертолетика. Я придумал. Я сейчас такую турель замучу. Ой-ой-ой, ребятки. Это будет полное безумие. Просто дай бог, чтобы мне сейчас вертолетик пришел довольно-таки быстро в 2 звезды. Дай бог. И чтоб предметы чуть-чуть выпали, те, которые мне нужны. Мне, по сути, нужен кулон, он у меня есть. Мне нужен посох 3-го тира. Нужна маска 5-го тира. И бессмертие. А там дальше по обстоятельствам. В принципе, наследие духа тоже хорош будет. В общем, парочка таких хороших предметов мне надо. И все. И игра будет мед. Доби луну. Хорош. Получу минус сколько? Минус 2. Шикарно. Шикарно. Шикардос. Так, один кабанчик у меня 9 монет. Держим кулачки, что он сейчас появится у меня в 10 монет. Так, Разора продаем. Я через магов не буду собирать. Не хочу через магов. Через магов вы и так все прекрасно видели. А вот ту турель, которую я хочу сделать, вот эту турель вы точно не видели. Там еще и тайт нашелся. Ой-ой-ой, это тут такое можно будет сделать. 4 хп восстановил с баночки. Отлично. 2 потерял, 4 восстановил. Четко. Вот такой обуз жрецов мне очень нравится. Чисто вечный реген. Сейчас посмотрим, что у меня еще за реликвия упадет.
Надо, кстати, 6 богов еще записать. Через нового Тайдуху. Аптечка. Ну как через нового? Через сильно переапанного Тайдуху. Можно это так назвать. Потому что сейчас Тайдуха, откровенно говоря, жестко переапанный. Я не знаю, я, наверное, возьму реликвию... Аптечку священника. Хочется, конечно, монетку взять, но я слишком много потеряю с этой монеткой. А вот аптечку можно юзнуть. Аптечку можно юзнуть, в принципе. Так, 7 монет, 7, 6. Ну, вот просто вы посмотрите на этот абсурд. Кстати, один рыцарь, один воин. Прям как я ванговал. Ребят, кому интересны мои услуги в плане предвидения будущего, то пишем в комменты. С вами состыкуемся, пообщаемся. Гадаю на кофейной гуще, на своем усталом лице. Короче. Пользуемся моими услугами, ребятки. Пользуемся. Не стесняемся. Фу, на самом деле мне так жарко, что капец. У меня мозг плывет. На самом деле у меня мозг плывет из-за того, что я уже 4 игры сыграл. Ай-яй-яй, вот это я лох. Конкретный причем. Просто 15 опыта пролюбил сейчас. Ёб твою медь. Какой позор, Саня, просто какой позор. Вы этого не видели, ребят, закройте глаза. Вы этого не видели. Вы 100% этого не видели. На самом деле это очень плохо, то, что я сейчас так пролюбил эту реликвию. Я мог получить 15 опыта, меньше бы ждал бы 10-й. И чувствовал бы себя просто припеваючи. А сейчас мне придется страдать. Просто 15 хп пролюбить. Но это уже сказывается, вот это вот количество игр. Серьезно. Если бы не трындел был, то нормально все было. А так вот этот Саня бэкался. Ладно, я шучу, если что. Не, на самом деле просто, скорее всего, это сказалась усталость, поэтому я вот такую вот жесткую ошибку допустил. Ну, ладно. Ничего страшного. Хотя нет, ладно, это капец как страшно. Ни хрена себе, со второго раза мне выпал посох 3-го тира. Серьезно? Да игра меня сегодня балует. Охренеть не встать. Вот это да. Я в шоке. Я реально в шоке. Это жесть. Охренеть, там щит 5-го тира. Он играет через рыцаря и через легионку. Хо-хо-хо. Тяжко. Ладно, я уже 10 взял. Сейчас начинаем тупо жестко ролиться. Серьезно? А чё игра меня так балует? Берсерк? Инвок? Да не, ну тут по-любому есть какой-то подвох, я вам гарантирую. По-любому есть какой-то подвох. Ну не может быть такого, чтобы мне так прям шло. Охереть. Ну, я иначе просто выразиться не мог, ребятки. Дай бог, чтобы сейчас он просто пришел в 2 звезды. Дай бог. У меня 18 хп. Минерчик. Это, конечно, круто, но нет. Снайпера поставим. Так, это продаем. Это так, так, так. Снайпера мы ставим. Снайпера мы ставим. Плюс дальность к вертолетику, плюс урончик к вертолетику. Это полезно. Так, леший. Вампиризм плюс 15%, естественно, берем. Еще один леший. Мне интересно. Горный вождь. Вот это интересно. Горного вождя мы оставляем. Это будет наша стеночка. Это наш контроль. Пожалуйста, одного вертолетика. Еще один инвокер.
Хорош. Сейчас, если еще предмет третьего тира хороший выпадет, то это ж вообще будет разнос. О, наследие. Вертолет. Я не знаю, что происходит, ребят. Я серьезно не знаю, что сейчас происходит. Вы просто посмотрите, как он мне идет. 26-й раунд у меня уже в 2 звезды. Серьезно? Это за все мои страдания на сегодня? Обалдеть. Обалдеть. Я не то что в шоке. Я охренеть как в шоке. Но это приятный шок. Серьезно, это приятный шок сейчас. Алхимик 2 звезды. Отлично, я могу сейчас чернокнижников поставить попозже. Мне надо Вич-доктора будет найти и поставить себе чернокнижников, чтобы хоть чуть-чуть отхиливаться, потому что, как мы помним, там есть воины. А без какого-либо отхила мне будет довольно-таки тяжко сейчас играть. Ну? Я так понимаю, мне сегодня чернокнижников не видать, да? Мне нужен Вич-доктор. Самое главное его не пролюбить. Тут, кстати, Варлок есть еще из хорошего. Опа. Опа. А кто это мне сюда Винстрик свой принес? Просто посмотрите, насколько это турель. Жесть. Сюда давай. Это все мне? Это все мне? Даже, ребята, я с ума схожу. Еще инвокеру 2 звезды, серьезно. Охренеть. Ребята, это тупо безумный контент. Но это, на самом деле, сейчас нельзя расслабляться, потому что не факт, что я еще сейчас выиграю. Далеко не факт. Там есть жесткие типочки, на секундочку. Там есть и щит 5-го тира. И рыцари есть. Я, кстати, сейчас кабанов не буду продавать, я кабанов оставляю на 35-й раунд, потому что я хочу идти в уровень. Тут слишком много хороших героев, которых я хочу видеть. Слишком много хороших героев. На самом деле, я сейчас всех могу законтрить, если тупо найду маску 5-го тира. Как только я ее нахожу, все, игра меняет. Такой оборот будет. Ну, игра просто развернется на 360 градусов. На месте чисто такой круговорот любви. Просто смотрите, что сейчас будет происходить. Короче, кто вдруг не знает, как изменили вертолетик, объясняю, ребят. Как поменяли вертолетик? Теперь, когда он дает свою тычку, из него вылетает еще одна его же тычка. То есть, по сути, всегда у вас гарантированно еще одна дополнительная тычка вылетает. И эта тычка имеет пассивный эффект, а не активный. То есть, даете тычку, следом летит сразу еще одна тычка. И вот просто вы видите сейчас какая турель. А активка у него это тот же самый массовый урон. Четко? Это охренеть как четко. Не, я сейчас на самом деле опасаюсь воина, я опасаюсь рыцаря. Если я найду щит 5-го тира, то велика вероятность, что я могу сдохнуть. Ну, по крайней мере, пока у меня нету сейф предметов. А сейф... Я охренею. Еще и Тайдуха пришел. Какой кайф. Не, я буду идти тупо в уровень. Дожить бы до 35-го. И тупо буду брать уровень. И все. Мне надо 2 предмета, и я хочу рискнуть и попытаться найти маску. Если я нахожу маску, это будет имба. Короче, какие предметы я сейчас вижу в своей сборке? Чё? Играешь на убийцах, киришь Свена? Ты гений? Ну, за свою гениальность ты поплатился тем, что вылетел из игры. Красавчик. Зато я могу теперь поискать предметы. Гиперстон мне не нужен в такой сборке. Вы спросите, почему? Потому что тролли слишком много скорости атаки сейчас дают. И скорость атаки мне вообще не нужна. Тут есть криты и щит 5-го тира. Хотелось бы взять либо криты, либо щит 5-го тира. Оба предмета, они шикарных. Но мне надо рисковать. Мне надо искать маску 5-го тира, либо хотя бы бессмертие. Я рискую. Боже, не, ребят, не. Я не знаю, что происходит. Это тупо моя игра. Это тупо моя игра. Да мне, в принципе, алхимик нахрен не нужен теперь. Я алхимика взял чисто для того, чтобы в будущем поставить себе 4 чернокнижника. Как раз все равно 2 волшебника стоит.
Но я волшебников уберу попозже. Как только найду Вещь Доктора, я, соответственно, покупаю его и продаю вот этих двух волшебников. Все, мы кайфуем. Уи. Боже, это воин, если... Ребята, это если что, воин, на секундочку. Просто как я вам его разношу? Нормально? Это жесть. Короче, какие мне сейчас нужны предметы? Ну, из тех, как... Охренеть, яйцо еще пришло. А кого апнуть? Тайдуху или горного вождя? Тайдуху или горного вождя. Так, рыцарь вылетел, у которого был щит 5-го тира. Все, кайфуем, кайфуем, живем. Оба героя хороши. Я Тайдуху апну. Я верю, что Тайдуха мне прям будет намного лучше смотреться. Так. О чем я говорил? А, какие предметы мне нужны? 3 предмета у меня уже есть, самых топовых, которых мне нужно было. Это кулон, посох и, соответственно, маска 5-го тира. Сейчас у меня есть наследие, но я хочу еще найти бессмертие 5-го тира. И, наверное, БКБ. Ну, посмотрим. Посмотрим, что выпадет, и от этого будем уже отталкиваться. Я еще хочу, кстати, синергию дворфов в будущем поставить. Может, с мобов выпадет талисманчик дворфов, я его оставлю. Вертолет идет, отлично. Да вообще жизнь мед. Жить можно. Я-то себя уже заранее похоронил, а оказывается, я зря себя хоронил. Двойных мобов сейчас активирую. Я не думаю, что игра быстро, долго протянет. На самом деле, то, что сейчас посох хапнули до 25% шанс, это очень жесткий баф. И то, что на этом посохе нету лимитов, это просто развал. Если мне будет фартить, я смогу настакать 40 стаков. И просто представьте, какой у меня будет колоссальный урон. Да меня никто не законтрит. Как бы он там ни пытался выкручиваться, даже если он Хускара там соберет щитом 5-го тира с шаром бездны, это не поможет. Я уверен. У меня урона тупо тьма. Так, рыцарь, здорово. Чё, как у тебя? Как настроение? Смотри, прикольчик. Чисто режим Рэмбо активирован. Как же они тают. Че, ребятки, доминировали всю игру на своих рыцарях, на своих воинах. А теперь пришел папочка. Ну, блин, откровенно говоря, мне фартануло. Мне могло вообще так не прийти. Ни ранний вертолет. Да ничего мне могло не прийти. Сейчас, на самом деле, я буду копить деньги. На 35-м я беру разблокировку уровня. И тупо иду в уровень. У меня есть куча героев, которых я хочу поставить. И надо найти Вещь Доктора, потому что у меня освободится один слот. Обязательно надо его найти и поставить. Не пролюбить этот момент. Если мне сейчас выпадет еще парочка топовых нужных мне предмета, забейте. Это будет развал. Это будет тотальная аннигиляция. Просто подчистую в ноль. Вот как я побрился сегодня, видите? Красавчик, чисто такой сексуальный. Осталось только подстричься. И все. И все. Я буду вообще альфа-самец. Ребяточки. Если что, ну, держитесь, держите руки на столе. Угу. Вы просто посмотрите на это. Я думаю, там типы просто в шоке от того, что я собрал. 16 стаков. Добрый вечер. Еще и два... Охренеть. Не, ну это мед. Если я еще этого вертолетика соберу в 3 звезды. На самом деле сейчас у меня вот такая вот сборка, кулон плюс посох. У меня безлимитное усиление. Я постоянно расту каждый раунд из-за того, что посох стакается. О, кстати, тут он берсерка может 3 звезды собрать. Это вот опасненько. А тут щит 5-го тира. Короче, два типа опасных. Но я уверен, что я справлюсь. К гадалке не ходи, я уверен, что я справлюсь.
Вы можете в меня не верить, но я в себя поверил. Кто, как не я, в себя поверю, правильно? Контроля у меня много. Один тайт стоит, но контроля много. На самом деле этого достаточно, потому что тайт не дает тупо время. Вот эти вот секунды, которые они стоят в контроле, это имба. Боже, какая-то жесть. 18 стаков. Вкусно. Свенчик. Свенчик мне не нужен. Свенчик мне не нужен. Давай, 35-й, уже хочу выставить свою имбу. Хорошо, что я кабанчиков не пораспродавал, а тупо оставил их. Плюс 40 монет на 35-м. Четко? И я думаю, что четко. Надо, кстати, будет антимага поставить, чтобы выключить этого ЦК, чтобы он не бил чистым уроном. Я думаю, он тогда вообще в шоке будет. Думаю, так, шо то сидит, чё он так потеет? Он чё, на киберарену приехал? Надо потеть, потому что я задолбался проигрывать сегодня. Надо... Надо запотеть. Вон просто смотрите, как щит 5-го тира его только что спасал. Не было бы у меня маски, я бы уже давно бэткис. Все благодаря этой маске. О, антимаг. Прям под заказ приехал. Надо ВИЧ-доктора. Где мой ВИЧ-доктор? Так, разблокируем, поехали. Хорошо. Отлично. Шикарно. Все, горного вождя ставим. И то, что Кстати, еще вот этот вот плюс того, что горного вождя апнули. Он хватает вражеского керри. Если раньше ты его бить не мог, пока он там его подымал, то сейчас ты можешь. И ты просто будешь так в табло наваливать. Это все, что мне надо. У меня есть 3 типа, которые накидывают контроль и бафы дают. Четко. Все это хрень мне, но не надо. БКБ пойдет. Почему бы и нет? Что тут? Наследие. А я возьму. Я закину в тайдуху. 2 раза свой станчик закастит, если его снесут. Бессмертие. Рапира. Я предлагаю делать контент по максимуму. Это очень рискованная сейчас будет авантюра, но я хочу ее. Камень Киры тип достал. Короче, рискованная авантюра. Берем рапиру. 590 урона с руки. При этом у меня посох 3-го тира. А это означает, что у меня 1800 урона с руки. Поехали. Десантируем. Как же пофиг. Ну просто пофиг. Минус 20. На. Варл. О, ВИЧ-доктор. Хорош. А что делать дальше? Идти в уровень только 13 брать. И кого-нибудь еще оставить надо. А кого? А кого оставить-то? Магов, что ли? Минус магическое сопротивление навесить? Вы прикиньте, сборка. 6 магов, 6 троллей. Это ж имба. Я думаю, там сейчас реально в шоке из-за того, что я ему ЦК выключаю. А то чел через камень Киры хочет сыграть. Ой, ой, ты ошибку делаешь, друг. Потому что сейчас же у меня подойдет горный вождь, он тебя схватит и будет так об пол хреначить. Чекайте. Так, тайдуха станчик. Хорош. А Димана? А Димана у моего горного вождя, не понял. Я что-то не понял. Дум?
Сейчас, если тот тип вылетит, то я Думу поставлю. Кстати, Дум тоже отличная тема будет. Я чуть не понял, а куда у меня мана у горного вождя улетала? Просто такими кусками в отрицательный рост. Чего? Я, кстати, в горного вождя закинул. А, ничья ты там. Ничего себе. У вас одинаковые столы почти, да, по мощности? Ну, я вкину вам немножко дисбаланса. На самом деле, я думаю, там тип горит. Ему не хватает всего лишь одного героя. Джакир раскрылся. Хорошо. Бабка трехзвездочная. Так, она там. Значит, надо как-то так сделать. И туда надо антимага поставить. Надо берсерка покупать. Не хочу, чтобы он его в 3 звезды собрал. Я уверен, что я его снесу, но все же. Береженого Бог бережет. Мне он тоже нужен 2 звезды. А он переставил бабку. Ну ладно. Но это не помогает как бы. Не. 27 стаков на посохе. Не. Это не поможет тебе, друг. Ну, бабка, по сути, вынесет тролля. Рыцари срабатывают, она хилится. Прикиньте, вынес. Я думаю, чел тупо в шоке. Еще и берсерк ему не падает. Это что? Я думаю, у него такая боль и разочарование в душе сейчас. Так, ставим, значит, как-то так расстановку. Раз у него бабка в другой стороне находится. Я-то рассчитывал, что предыдущая информация будет верной. Так, вот так сделаю. Четко. Машина для аннигиляции. 3, 2, 1. Fight! Mortal Kombat! Все, ребят, у меня реально фляга растеклась уже. Тупо щит 5-го тира даже не помогает от такой имбы. Ну все, мне по сути что надо? Бессмертие надо. Бессмертие, все. А наследие отдам горному вождю. Четко. Остался воин. Остался воин. Антимага продаем. 13-й сейчас возьмем. А что делать дальше? Сейчас будет классно, если я получу очень много стаков с этих мобов. Штук 10 давай за один раунд. Сейчас мобов же будет тьма. Можно чернокнижников чуть-чуть докинуть, чтобы мои герои хили. Хотя, в принципе, оно мне не надо. Я и так должен справляться. 2500 урона. Бэмс. 31 стак. Ай-яй-яй. Сейчас серьезно? Прикиньте, 1 стак всего лишь за такую толпу мобов заработал. Обидно. Монетку возьму по приколу. Почему бы нет? Воинов можно поставить. А надо оно мне? О, вертолет. Ой, вертолет. Вы поняли. Все. Да я сейчас такой упакованный, я тупо бронированный. Хрен пробьешь. 31 стак на посохе. Интересно, один раунд переживет? С такими предметами, я думаю, вряд ли что он переживет. Давай сюда, сладкий. И Дум в 3 звезды у него. Это просто жесть. Да не, все, это ГГ. Это просто жесть. 46 тысяч урона за несколько секунд. Вот это турель. Не, ну знаете, весь день страдать, чтобы вот такое вам записать, я согласен.
Просто 3 часа моего времени, ну, это 4-й час моего времени, был потрачен сейчас не зря. Ради вот такого вот контента. Не, ну, ребят. Это просто имба. Я кайфанул. Просто кайфанул. Фух, а теперь можно спокойно попить чаечку и лечь отдыхать. Потому что у меня уже на часах, извините, сколько? 12 ночи. Охренеть. Короче, ребят, добавить мне по этой сборке нечего. У меня получился охренительный вертолет. Безумная сборка. Пользуйтесь. Пользуйтесь таким вертолетиком. Вертолетик имба. Офигенно стакается под зверями, как мы видим, под троллями тоже шикарно стакается. Под магами тоже будет прекрасно стакаться с кулонным и посохом. Огонь. Огонь. Просто огонь. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если вы до сих пор этого не сделали, то надо уже сделать. И подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.